Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой нежный милый пряник с единорогом мамой и дочкой. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Изображение я заранее перенесла на пряник, ссылка, как всегда, будет в описании под видео. Тонкой линией айсинга обвожу глаза и провожу линии там, где будут складки. Заливку начинаю с отдаленных элементов, заливаю туловище единорога, начинаю с центра и двигаюсь в обоих направлениях. Выдавливаю немного айсинга, опускаю носик корнетика в глазурь и не спеша выдавливаю ее и колебательными движениями распределяю в пределах рисунка, чтобы глазурь разравнивалась. Если есть неровности, то их можно исправить шилом или зубочисткой. В местах у складок, где элементы соприкасаются друг с другом, оставляю айсинг немного схватиться и потом заливаю эту деталь, делая ее немного объемнее. Например, бедро возле живота лошади и голову у шеи. Глаза заливаю не толстым слоем глазури, чтобы они не были выпуклыми. Далее розовым айсингом делаю кудри, которые не соприкасаются с другими элементами, и линии в местах, где будут складки на гриве и хвосте. Розовые элементы заливаю по тому же принципу, в первую очередь заливаю те, которые расположены визуально дальше. Смежные детали заливаем, когда на соседней глазурь уже схватилась. Пряник можно на несколько минут отправить в духовку при самой низкой температуре в режиме конвекции. У меня это 40 градусов. Таким образом элементы быстрее и наверняка подсохнут. Белый айсинг у меня в консистенции 20 секунд, розовый айсинг в консистенции 25 секунд примерно, может пару секунд меньше, немного гуще белого. Более подробно про глазурь и консистенции можно посмотреть в моем видео про глазурь. В описании будет ссылка на плейлист, где можно также найти видео с рецептом пряников, как перенести картинку на пряник и другую полезную информацию.
Маленькую лошадку заливаю по тому же принципу, что и взрослую. Заливаю последнюю деталь и отправляюсь в пряник сушиться минимум на 5 часов. Сушу я пряники при комнатной температуре. Пряник высох, чистой влажной кистью убираю следы от карандаша и рисую глаза. Роспись начинаю с розовых элементов. Сначала белым красителем осветляю центральную часть, затем красителем цвета фуксия обвожу деталь по краю и растушевываю к центру. Кончики слегка затемняю красителем. По такому же принципу расписываю все розовые элементы, гривы и хвосты. Вы можете сделать розовую глазурь менее яркой, и тогда осветлять центральную часть не обязательно. Мне она показалась слишком яркой для этого пряника. Как кажется вам? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Голубым красителем раскрашиваю глаза и белым красителем делаю тонкие линии на радужке. Так глаза выглядят более натурально. Розовым красителем делаю румяна. Далее глаза, все контуры и пряди рисую тонкой кистью черным красителем. Чтобы черный цвет прядей не был столь контрастным, делаю прядки еще и белым цветом, рисую их рядом с черными линиями. Вот такой пряник получился на этом этапе. Далее украшаю гриву обоих лошадок, делаю цветочки из насадки и капельки. Подробно про консистенцию глазури для таких цветов можно посмотреть в моем видео про цветы, ссылку я оставлю в описании. Я также оставлю ссылку на видео с балериной, там я рассказываю про то, как сделать розочки из насадки «Закрытая звезда». У всех этих видео есть тайм-коды в описании, и по ним можно найти нужные фрагменты.
Далее я развела золотой кондурин водкой и окрашиваю им рог, копыта и несколько элементов на декоре. Рисую звездочки, делаю блики айсингом. Все, пряник готов. Вот такой чудесный, милый пряник получился. Это был топпер на торт для маленькой девочки. Мне он очень нравится. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Благодарю за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и окажется полезным. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме и других социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!